Давай, вот так. Господи, вы посмотрите на него. На этот хребет. Боже мой, мальчик мой. Ухо оторвано. В шрамах. Тайсон. Мой хороший. Мой мальчик. Господи. Тайсон, ты узнал меня. Мальчик мой, ты узнал. Отнесли к машине, его он сам начал залазить. Солнце, мы иди будем кушать. Ой, тихо, тихо, тихо. Давай, давай. Купила ему стойку для чашек. Ну вот, он на самом деле такой слабый, что даже не хочет подходить, кушать. Там стоит водичка. И вот я ему поставила гречневая каша с овощами и с говядиной. Заказала корм ему также. А почки мы не увидим, да? У него же сейчас сокращение, наверное, мышц произошло. Если мы протезирование будем рассматривать, то насколько это повлияет на качество жизни. То есть, ну, понятно, дорогостоящая операция, а это будет лучше или вы сейчас не можете тоже? Это все равно будет лучше. То есть, если планировать протезирование, это все равно лучше. Ну чего ты не ложишься? Девчонки пришли познакомиться с мальчишкой. Я пока не очень немного опасаюсь, немного не знаю, как он себя поведет. Да? Лечебные у него повышенные показатели почечные. Заказала Роял Канин Уринари большой мешок за 15 000 рублей. Завтра его должны привезти. И я очень надеюсь, что у него анализы изменятся. Может быть, это все отголоски жизни на улице, и воды ему не хватало на улице. У нас случилось ужасное. У Тайсона отнялась лапа, задняя здоровая. В общем, вчера он встал, упал и начал ползти. Я не понимаю, что это такое. До этого он ночью скулил и днем скулил. Возможно, у него проблемы с позвоночником. Ну, что? Я тебе дала все обезболивающие возможные препараты, малыш. Да. Скоро поедем в клинику. Ну, что я могу сейчас сделать? Я не знаю, малыш. Чего? Потому что мой золотой, сердце мое вообще уже не выдерживает. В общем, сейчас мы едем в больницу и будем разбираться. Это вот так вот в углу чего-то где-то там сохранился, как будто он извиняется за свое присутствие и говорит: можно я вот тут, у вас много места не займу в уголочке, вы меня только не прогоняйте на улицу. Малыш, ну ты чего
чего там лег-то? Ну, мы приехали с Тайсоном в клинику «Медвед» к Илье Федоровичу Вилковицкому. Вилковыскому. Что-то я все время фамилию его никак не могу правильно выговорить. В общем, ждем прием. Все очень плохо, на самом деле. Соответственно, у нас есть несколько проекций. Проекция, условно говоря, собаки сбоку, грудной отдел позвоночнику. И, соответственно, у нас есть первая программа, это программа Миела. То, как течет спинномозговая жидкость. В норме она должна течь от головы до конца, ну, то есть до хвоста. И если она где-то прерывается, как в нашем случае течет. Деле, вот, рабочая нога задняя отказала. Вот теперь Тайсон вообще не ходит. Испытывает очень сильные боли, потому что всю ночь он плачет, несмотря на обезболы. Что-то у него с позвоночником, скорее всего. А не скорее всего, ну а что может быть, если лапа, которая была здорова. Это у него эпидуральная анестезия стоит. Зоечка, Зоечка. Конечно. Тебе больно? Больно. У него еще усилился, что ли, синдром болевой. Он не усилился, он сильно очень. Малышек. Одни кожи до кости, в общем, на собаке. Просто нашли вовремя. Он уже умирал, на самом деле. У него, видите, уха нет. В голове страшный шрам, я не знаю, он под машину попал, то ли что. Ну, в общем, так, мой хороший. Завтра в парк пойдем, здесь все у нас засад. Сюда ложись, пожалуйста, у тебя тут еще одеялко с подушечкой. Там. Ты че в угол-то лег? А? Зайчку. Ты чего? Зай, ты чё как бедный родственник-то? А? Вот так сидим уже с 6 утра, лаем. У нас сегодня запись с обеда. И кровь, и УЗИ, и кардио, и хирурга по лапке, и врач-терапевт, потому что у него еще что-то с пипиской, она не входит у него в мешочек. Вот, возможно, лирическая саркома, я не знаю, но выпил все возможные. Тихо. Так, это что такое? Выпил все возможные обезболы. И спазган для таблетки, и вимелкам таблетку 2 миллиграмма. Ну, малыш, ну что я могу тебе сделать? У него уже внутривенная анестезия не помогает. Ой, анестезия, господи, обезбол внутривенный ему поставили. Эпидуральную анестезию более сильнее, чем морфин вводит. Тайсон, ну как же так получилось? Малыш, это что?